Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро-прогноз «Цыганский старинный пасьянс». Что произойдет до конца июля и неожиданные события ближайшего будущего. И на колоде пасьянса мы посмотрим именно события, а на колоде Таро какие же неожиданности вас могут ожидать. И останемся реалистами. Любой прогноз или расклад все же не расскажет о личной истории каждого из вас. Но если мы возьмем во внимание, что до конца июля, 24 числа, у нас новолуние во Льве. Новолуние, новая луна – это новые энергии. Это вопросы вашей самодостаточности, ваших достижений. То, что вы хотите для себя осуществить. Это новые планы. Может быть, планы не новые, но какая-то коррекция все же допускается. С другой стороны, это то время, когда могут вернуться бывшие. И неважно, что это личная жизнь или те люди, которые мы бы хотели, допустим, чтобы они вернулись. Это может быть какая-то другая персона. А также вот эти планетарные транзиты могут добавлять, ну, такой некоторой путаницы. Почему? Потому что энергии новолуния во Льве – это яркие такие энергии, харизматичные. А вот воспринимаем мы, каждый из нас, по-своему. И мы можем столкнуться, то, что мы называем со стороны людей токсичным поведением, к этому нужно быть готовым. Значит, это мы должны научиться преодолевать, да, вот эти психологические сложности, вот эти моменты, не реагировать, может быть, на что-то. Но, одним словом, держать руку на пульсе, но вообще для вас, для всех, для каждого из нас это энергии обновления. И при том, при всем, что как бы траектория второй половины июля, она достаточно спокойна. И забегая немного вперед, первая половина августа, ну, тоже где-то это более спокойная энергия. Меньше метаморфоза. Вот со второй половины августа я такое могу предположить. Итак, что же произойдет для вас до конца июля? Что нам расскажут карты пасьянса? Но не все однозначно. Смотрите, змея. С одной стороны, год змеи, и это где-то нас самих приглашает побывать в этих энергиях. Почему? Змея, она нетороплива, она наблюдает, она анализирует, а потом только действует. Может быть, и для вас нужно пронаблюдать за чем-то. Я такое могу предположить, что вам это может даже помочь. Потому что рядышком у нас находится якорь. Якорь – это уверенность, это стабильность. Но это та еще стабильность, которая, может быть, к которой мы стремимся, а вокруг обстоятельства, ну, не напоминают стабильную обстановку. И тогда нужно какую-то свою новую либо траекторию, либо как-то правильное взаимодействие выработать, какой-то стратегический план, может быть, и так. Но все же по змее иногда проходят люди, которые о себе не афишируют, но за нами могут наблюдать. Поэтому вот где-то в таких энергиях и вам самим рекомендуют находиться, потому что больше подметите. Мудрости вообще змея символ. И, может быть, мои дорогие, иногда и страстная любовь. И вот такое тоже бывает. Первое значение – голубь. И вот когда выпадает голубь, это, знаете, благополучие. Причем такое благополучие, когда, ну, понятно, что мир наш турбулентный, он нас иногда ставит в тупик, или новости даже, которые мы слышим. Но в целом этот период, который, что бы там ни происходило, но все равно благополучие в вашей жизни присутствует. Очень доброе значение. Как я говорю, хоть камни с неба, но у вас все равно, тем не менее, стабильный период. Или вам придется решать те вопросы, которые касаются напрямую благополучия, какого-то материализма. Может быть, вопросы денег, стабилизировать какую-то обстановку. Выпадает у вас еще значение колокол. Это неожиданное известие. И нам не говорят, что это за известие. Но вот как неожиданно мы слышим, и мы, может быть, как, знаете, замерли на какой-то период, потому что мы не знаем, как к этому относиться. Но неожиданность сама по себе какая-то может быть. Примите это в расчет. Но первое значение – благополучие. Поэтому я бы сказала так, то, что вы слышите, это одно. А если начнете мудро, да, у нас тут змея была, и все это где-то в одном квадрате у нас получается. А если вы начнете размышлять, недостающую или дополнительную информацию искать, то вы можете увидеть, что, а нет, на самом деле несколько иначе обстоят дела. Поэтому не реагируйте сами эмоционально.
Может быть, вы столкнетесь даже, вот этот колокол, как вам кто-то, как сорока на хвосте, да, какую-то новость принесла, а нам говорят: да ты подожди вообще тут реагировать. Ты тут сначала разберись, откуда ноги растут у этой новости. Может быть, кто-то хочет, чтобы ты это услышал. Я это тоже могу допустить. Вы можете даже переживать. Вот тут есть череп, он тоже, получается, сходится. А что же это для вас в конечном итоге? Давайте разложим до конца. Что для вас это может означать? Видимо, новостная палитра, она будет такая разношерстная. Вот где-то внутренне к этому приготовьтесь. Вы люди стабильные, мои дорогие козероги, вы люди сильные. Нам ведь не случайно, наверное, все началось. Знаете, вот у вас сейчас как будто благополучие, но есть какая-то персона, если мы вот так переложим уже на, ну, реальную плоскость. Змея, если мы говорим, какая-то персона, которая, ну, где-то так в полутени, которая вам может говорить, транслировать одно, а задумывать что-то совершенно противоположное. Может быть, есть какая-то тема, когда вас пытаются к чему-то склонить, чтобы вы именно с этим согласились. Поэтому доверяй, но проверяй, это точно, снова повторяю. Но есть еще, видимо, и такие нюансы, когда вас может даже какой-то человек словно нарочно вам, ну, портить, пытаться настроение. Вот я говорила, столкнуться с такими людьми, которых мы называем токсичными. Но, видимо, может быть, это, глядя на вас, кто-то даже завидует, иногда по змее это тоже проходит. И только вы знаете, насколько вам сложно, насколько вам тяжело, может быть, сохранять вот эту выдержку, хладнокровие по тем или иным вопросам. А человек со стороны наблюдает и думает: ну вот у него как все запросто получается. Но у него все получается, и только вы одни знаете, насколько это для вас затратно по ресурсам, или насколько вам сложно держать вот себя в руках. Может быть, и такой какой-то момент. Но вы знаете, ваша выдержка, она творит чудеса. Видимо, основная задача, чтобы вас никто не вывел из терпения ни новостями, ни своим каким-то, может быть, даже странным поведением. Сохраняйте свой дзен, мои дорогие козероги. Это для вас буквально вы помогаете. И тут, вы знаете, можете слышать какие-то фейки. Вот смотрите, поскольку мы можем сложить по крайние ряды, у вас совпадает еще семейное счастье, подкова. Ну, подкова раньше это вообще как удача еще воспринималась. И по семейному счастью это личная жизнь. И мало ли тут какие-то досужие мысли досужего человека вы слышите. И может быть это то, что, знаете, сначала мы как вспыхнули, ну надо же, какая новость. А знаете, тут может быть даже неправда какая-то. Именно чтобы на вас психологически как-то воздействовать. Вот я больше вижу некоторые моменты психологического давления, потому что у вас действительно благополучие, семейное счастье, уверенность. Но кому-то, видимо, спокойно не живется. Ну, увы, в нашей жизни такие персоны бывают. Может быть, этот момент проиграется не для всех, как будто вот именно вот этот, да, череп, мы говорили, не стала складывать. Ведь это не есть то, что в реальной жизни. Это внутри нас самих. Это просто переживание. И вот переживание по какому-то поводу, либо вы на это не влияете, либо кто-то вас так пытается нарочно выбить из колеи. Вот такое может происходить. А тем не менее, ну, у вас-то все хорошо, это самое главное. Поэтому не поддавайтесь эмоциям. У кого-то из вас, смотрите, мои дорогие козероги, можно сказать, с этого даже начинается. Хоть это и в крайних рядах солнца. Выбор правильного направления. И по крайним рядам у нас совпадает солнце, семейное счастье. Кто-то может завидовать и пытаться тень на плетень, обманом каким-то, понимаете? То есть какие-то небылицы, несуразицы говорить, может быть, и о вас, или о вашем даже человеке любимом, или о ком-то из вашей семьи, из ваших родственников. Может быть, что-то подобное. Все же солнце, да, это ваши достижения. И по работе такое тоже что-то может быть. Я должна сказать, что у вас есть люди, которые вас любят, которые вас поддерживают. Вот это благополучие. Может быть, как судьба такой своеобразный экзамен устраивает на стойкость и выдержку, насколько вы будете правильно взаимодействовать как и с людьми, так и с какой-то информацией. Не доверять
первому услышанному или то, что хотят, ну, знаете, чтобы вы вот эту уверенность вашу, ну, так вот она хотя бы как минимум пошатнулась. Вот я такое тоже могу допустить. У вас все хорошо, поэтому сохраняйте свое благополучие, сохраняйте свой эмоциональный фон и сохраняйте все то, что вам дорого. Не сомневайтесь вот ни в самом себе, ни в ваших близких, потому что именно тень-то на плетень, да, как бы направлена вот или информация, или действие на то, чтобы вас словно выбить из колеи, а на самом деле реальных предпосылок к этому нет. Вот, в общем-то, весь наш цыганский пасьянс об этом. Ладно, давайте мы перейдем к картам Таро. И, может быть, нам больше расскажут, да? Неожиданные события ближайшего будущего. Для вас, мои дорогие, любимые козероги. Вот правда, настолько стабильные вы, надежные люди, это точно. Вам сложно, может быть, потому что вы оцениваете людей через призму, как вы поступили. Если, ну, правда, вы думаете, ну, вот я так, для меня это даже, ну, вообще я представить не могу, что я могу так поступить. И где-то подобного вы ждете от людей, а люди разные. Тут кто-то может игру затеять, понимаете? Поэтому не будьте участником чужой игры. Просто допустите себе. Вот само по себе такое действие, и тогда, кто знает, вовремя вы и как-то правильно сориентируетесь. Итак, неожиданности. В принципе, двойка жезлов о стабильности. Но мы уже смотрим в будущее. Не случайно у нас молодой человек на руке держит как глобус земной шар. Он уже строит планы на будущее. Ну, может быть, ваш план будет не один план А, план Б, план С, потому что мы определяемся с чем-то. И это не есть сама по себе неожиданность, но, может быть, это, вот опять же, это стабильность. Двойка жезлов – это что-то для нас привычное, хотя я могу допустить для кого-то и привычное надоело. Кстати, энергии второй половины июля, как я говорила, они достаточно спокойные с заходом на август, первая половина августа. Но это теоретически, конечно, ничего не происходит. Или мы можем даже ощущать как застой. Или, может, мы там и слышим разную информацию, но мы уже адаптировались, наверное, правда, мои дорогие козероги, к тому, что за предыдущий период нас пространство Вселенной уже мир натренировал на то, что не всегда то, что нам транслируют, оно на самом деле так. Тут надо как минимум делить на двое. То есть нас уже даже каким-то вот таким, ну, фактом, когда мы что-то слышим, и сразу мы думаем, что, начинаем верить, вот так вот практически быстро, с низкого старта. Нет, нас уже не удивишь. Мы уже тут прагматиками становимся. Мы уже понимаем, что тут да такого мы слышим, а на самом деле и близко такого не бывает. Понимаете, поэтому действительно вашу стабильность очень сложно пошатнуть. Но тем не менее кто-то может попробовать. Может быть, и вам вот этот период вроде бы как спокойный. В реальной жизни нет тут ничего, каких-то происходящих таких резких событий. Больше идет информационный фон. Но, может быть, и вам где-то поднадоело, что ничего не происходит. Вот, кстати, такое я могу предположить. И вы начнете разрабатывать какую-то стратегию, тактику, неожиданно для себя самих. Вы можете чувствовать, смотрите, колесо фортуны. У вас, правда, сейчас фортуна. Как будто вот это солнце, выбор правильного направления. Это карта или значение, как и радости. Да, есть еще такой момент. Это наше эго. Тут может и на ваше эго кто-то транслировать что-то такое приятное, что радует наше ухо. Нам хочется это слышать, как комплименты. Или специально кто-то такой, знаете, продуманный, пытается подъехать к вам на стриженной козе, извините за юмор. Ну да, найти к вам какие-то точки взаимодействия, на что вы откликнетесь. И тут все средства хороши. Зачем-то вы кому-то нужны. С одной стороны, это достижение, как я говорила, да, но ведь есть еще и по Солнцу вот именно наше эго. И кто-то может льстить. Ну, тогда у себя спросить, а зачем это человеку нужно? Зачем человек мне это транслирует? И неважно, что это там со знаком плюс какая-то идет трансляция или со знаком минус. Вы знаете, тут с одной стороны фортуна вам помогает. Когда выпадает эта карта, ведь это, в общем-то, значение колеса, цикличность. Мы знаем, колесо идет наверх, достигает какой-то высшей октавы, потом будет неизбежный спад вниз. Так вот, по этой карте это именно на подъем сейчас идет.
Есть какой-то момент, который вам нужно не упустить для самого себя. И с учетом Солнца, может быть, построить карьеру. Все-таки больше карьера по новолунию во Льве. Не отложить что-то на потом, иначе ты потеряешь время. Когда выпадает колесо фортуны, это карта скорости. Может быть, какая-то как быстрота вашей реакции на что-то согласиться, или, может быть, отказаться, или что-то продумать, мои дорогие, или, допустим, вам что-то предлагают, а вы возьмите, знаете, такой запасной аэродром или создайте сами какую-то паузу. Не говорите ни да и ни нет, так чтобы и не отказаться, но и взять время подумать, проанализировать, найти недостающие звенья у какой-то конкретной информации, чтобы разобраться в каком-то вопросе, но ни в коем случае не отказаться. Вот когда выпадает колесо фортуны, тут же больше такие, знаете, моменты. Кожа леза пока горячо. Конечно, у кого-то, может быть, с другими событиями связано, просто вот как скорая какая-то новость. И вы понимаете, да, вот мне нужно именно сейчас действовать. Но даже если скорость присутствует, мои дорогие козероги, значит, вам в этом скоростном режиме нужно что-то еще и проанализировать. Поэтому холодная голова вам помогает. Но в основном это для вашего успеха какие-то возможности. Может быть, само пространство, вот у кого была сложная ситуация, девятка мечей, это карта искаженного восприятия в первую очередь. Потому что вот тут за окном солнце всходит, вот вам оно уже взошло практически, можно сказать. С этого у нас все начинается, и благополучие. Но мы можем так подзастрять. Вот как эта девушка сидит на этом странном топчине, и вообще она не видит, что происходит вокруг. Она смотрит вглубь себя. Поэтому нам нужно для начала увидеть, что происходит в реальной жизни. И не все пропускать через призму своего восприятия, вот как мы это делали в прошлом. Ведь по девятке мечей это всегда какая-то патовая ситуация, которая с нами уже произошла. И уже этого с нами не произойдет, говорит карта. Но мы несколько подзастряли в этих воспоминаниях. И вот, может быть, колесо фортуны, знаете, как сама жизнь пытается, как свежий ветер внести в вашу судьбу, для того, чтобы вы увидели совершенно свои другие возможности. Или приложили ваши качества, мои дорогие козероги, ваши таланты в каком-то новом ключе, в новом амплуа. Или сделали для себя в сторону успеха что-то очень важное. А вот что это такое? Хочется достать еще одну карту. Вот посмотрите, ведь это вы сами. Пусть меня смотрят мужчины. Мы смотрим энергетику. И королева Пентаклей – это та, которая сказку умеет сделать былью. И это не просто слова. Та идея, которая у нее зарождается в ментальности, в уме, будем говорить, она перекладывает на практику. Она надеется сама на себя. Вот очень про вас. Она понимает, что да, люди меняют свое мнение, обстоятельства меняются, а вот я иду своей дорогой. И поэтому ей, поскольку она готова к любым неожиданностям, ее эти неожиданности вообще не выбивают из колеи. Ну, может быть, удивляют, может быть, и шокируют. Но знаете, это как в поговорке «собака лает, караван идет». Вот что-то такое. И из любого хаоса она умеет создать порядок, она умеет даже благополучие с нуля построить, даже если к этому нулю приходится возвращаться в течение жизни несколько раз. Это как прожить за одну жизнь несколько этапов жизненных. И, может быть, даже каждый, мне как вот ощущение, да, мне нужно начинать все заново. А тем не менее, это карта надежности, благополучия, опять же, уверенности в сегодняшнем и в завтрашнем дне, стабильности, ну и, понятно, заработков таких. Знаете, может быть, эти заработки не какой-то куш, все-таки человек надеется сам на себя. Но, тем не менее, счастье своими руками строит по королеве Пентаклей человека. И, повторюсь, неважно, кто меня смотрит, хотя карта может говорить о вопросах семьи, связанных с близкими, с нашими. И дом тоже, это все проходит по этой карте. Но это точно так же может быть какой-то новый проект. Ведь королеве Пентаклей творчество, вдохновение, мои дорогие.
И хоть и у нас королева, да, а мы говорим, меня смотрят мужчины. Король Пентаклей, мы ведь рассматриваем с вами карты Таро. Так вот, у короля Пентаклей, там у него все стабильно. Это великий консерватор, который умеет подсчитать, стабилизировать, упорядочить. Вот это все про него. А вот про вдохновение нет. Вот тут не про него. А вот королева Пентаклей все это сочетает. Вот такое волшебное время, вот такие возможности. И, может быть, они приходят как-то к вам криво, мои дорогие. Не упустите фортуну, так и хочется сказать. Ладно, давайте как 3 знака судьбы. Совет. Вот 3 карты совета. И пусть это будет как знак судьбы, чего не упустить, на что обратить внимание. Может быть, мы бы где-то и не придали этому значения, а вот сейчас нас карты акцентом на чем-то укрепят, может быть, как наше видение. Четверка мечей. С одной стороны, карта паузы. Может быть, и пауза затянулась. Вот я говорила, энергии второй половины июля, планетарно даже, да, и первой половины августа. Это еще не есть какая-то ситуация такая взрывная или как с места в карьер. Поэтому себя, кстати, и по новолунию во Льве, знаете, надо подумать, к примеру, о смене имиджа. Если еще одновременно у нас Уран в Близнецах, а мы знаем, Уран ломает все шаблоны. Так вот, для кого-то из вас, как знак судьбы, сломай о себе какой-то стереотип, Козерог. Тебя привыкли люди воспринимать в каком-то одном формате. А вот даже смена имиджа, каких-то деталей, она уже, вот это впечатление о нас, когда человек видит. Ведь самое яркое впечатление, когда нас видят в первый раз. Оно именно западает в душу. Ну, так психология человека работает. И вот вам нужно тот какой-то устоявшийся шаблон о себе, может быть, сломать. И как это сделать, надо подумать. Вот это шикарная карта, когда мы занимаемся сами собой. Даем и телу отдых, кстати. И мыслям-то тоже приводим мысли в порядок. Мы куда-то не торопимся. Употребите во благо самим себе. Именно самим себе эта карта говорит. Дайте телу отдых, вы очень трудолюбивые люди. Может быть, вы себя загнали, буквально загнали, работая много. Или, пусть это касается, если мы говорим ментальности, какое-то эмоциональное выгорание. Какая-то перезагрузка у вас точно должна быть, причем в пользу самого себя. И ни разу эта карта не о гордыне или о том, что мы настаиваем на чем-то. Да нет, тут мы наоборот отступаем полшага назад и оставляем все как есть. Нам просто необходимо, нужно вот оставить все как есть и сейчас подумать о самом себе. Вот такой знак судьбы. Куда-то не торопитесь. Тут даже, понимаете, как, мои дорогие, если вы начнете ускоряться куда-то, а ничего не получится. Это, знаете, как приложенные действия, которые ушли вот в никуда, в пространство. Поэтому, а зачем? Есть какие-то вопросы по императору, посмотрите. Тут вы, наверное, вот как это солнце, как вот эту подкову, да, семейное счастье, как благополучие, вы выстраиваете, может быть, в новом ключе, среди новых обстоятельств, с новыми возможностями. Кто-то строит карьеру вот по части карьеры, у кого-то из вас согласование проходит на высоком уровне. Уважайте закон, но вы-то как раз уважаете. Ведь по императору это проходит, когда мы вообще, даже контактируя с людьми, которые наделены властью, мы этих персонажей не гладим против шерсти. Мы тут ничего не доказываем. Мы, наоборот, выслушиваем. Это не значит, что мы рот открыли и прямо вот внимаем тогда. Нет, мы тут анализируем постоянно. Но то, что даже если мы не согласны, мы не пытаемся тут изменить чье-то мнение, там, настаивать, да, вот это нам тогда будет помогать. Когда мы что-то делаем по закону, составляем важные бумаги, тогда закон вас бережет. Вот это как знаки судьбы. Вы можете контактировать с сильными мира сего, кстати. Ну, а если ситуация требует прояснения, как просветить какой-то вопрос нужно, может быть, юридический, тогда нужно обратиться к специалисту. Карта предусматривает, что мы именно что-то делаем правильно, понимаете, и тогда это нам каким-то образом помогает. А я бы сказала, для карьеры шикарное время. Но кто-то и может столкнуться, к примеру, с вот такими сильными энергиями конкретного человека, который не согласен с чем-то. Все-таки по императору есть два мнения, мое и неправильное. Хотя я допускаю,
и у вас может быть такое впечатление по тому или иному вопросу. Будьте гибкими императорами, потому что император знает, помимо желаний или поставленных целей, ему нужно к этому как-то прийти, да? А мы живем среди людей, а это такая непостоянная субстанция, людское мнение. Точно так же непостоянные обстоятельства, они постоянно меняются. Поэтому цель поставлена, а вот методы мы корректируем. В этом тоже знак судьбы. Вот вам как будто для вашего благополучия, для вашего статуса, мои дорогие, это совершенно необходимо. Что еще? Знаки судьбы. Ну вот смотрите, тут какая-то может быть и история личной жизни. С одной стороны, королева кубков. Вот такие две двоякие энергии, если мы возьмем императора и королева кубков. Ведь это карта эмпатии. Это карта альтруизма. Это любящего человека, который готов прощать, который просто любит. А с другой стороны, у нас император неизговорчивый. Может быть, что-то подобное, когда сгладить острые углы даже в семье или в личной жизни. И вот будьте гибкими тогда императорами, мои дорогие. Может быть, по части решения ваших отношений, мои дорогие, когда вы долго встречались с человеком. Ну или пусть недолго. Но вы уже видите, что, ну да, история любви, она действительно для меня какое-то очень жизненно важное имеет значение. И вы теперь будете думать о том, чтобы оформить ваши отношения. И вы будете готовы взять ответственность на себя. Все-таки по личной жизни тут у вас есть очень добрая энергия. Сама фортуна, я бы сказала, по части вашего благополучия. Это и любовь, это и семейное счастье, это и вопросы дома. Все то, что мы говорили по королеве Пентаклей. Но, может быть, это еще и перекликается с какими-то составлениями, да, как вот важных бумаг, документов, чем-то вы будете заниматься. Я больше вижу, что вам тут что-то будет нравиться. Ну и о себе, мы говорили, забыть тоже нельзя. Добрая энергия. И вот, наверное, вот эта змея, которая выпала, да, и вот этот колокол, это может быть именно потому, что либо с вами кто-то не согласен, или какой-то элемент, я надеюсь, это не у каждого проиграется, вот такого токсичного человека, который, глядя на вас, думает, а что это ему так все хорошо? Дай-ка я тут ложку дегтя в бочку с медом внесу. Поэтому не реагируйте на это эмоционально, потому что как будто вы идете своим путем. Действительно, собака лает, а караван идет. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.